Дорогие друзья, всем доброго раннего утра. Хочу изначально попросить вас для того, чтобы иметь более подробное представление о характерниках. Во-первых, открыть, посмотреть мою лекцию «Характерники». Во-вторых, великий сохран характерников и другие ритуалы характерников, которые я выкладывала. Характерники – это воины и колдуны. Это люди, которые изначально были одаренные и проходили обучение, уединялись. Много различных историй о том, как характерники могли беспрепятственно проходить сквозь полчища врагов, как они могли стать невидимым для глаза, навести морок. Это не значит, что они исчезали. Это значит, что они отводили глаза. Обладали силой обморочить людей и оставались живые, оставались целыми, невредимыми в самые страшные минуты в пекле войны. У меня очень много различных ритуалов и украинских, и ритуалов характерников, которые я уже рассказывала, как я получила. Я получила от одного из своих наставников, Макарии, который разрешил мне переписать из старинной тетради заговоры, ритуалы характерников. Я по интуиции поняла, которые из них можно подарить людям, которые нет. Его мать была из рода характерников, хотя характерники редко женились, но бывало, когда они уже в более зрелом возрасте создавали семью, когда вся жизнь была посвящена родине, а после уже создавали семью и продолжали свой род. И вот Ефимия была из рода характерников. И оттуда эти знания. Это очень редкие знания, и мало что дошло до наших дней, именно то, что принадлежало характерникам. Они блюстители древних законов и были верны древним богам. Их изображают с крестами и прочее. На самом деле это очень далеко от правды. Характерники были язычники. Они верили в силу природы, в силу богов, в силу предков. Говорят, что и великий князь Святослав являлся характерником, то есть обладал некой силой, обладал могуществом, волей. И только тогда он пал на поле брани, когда нарушил определенный закон, который нельзя было нарушать. То есть какой-то закон характерников он нарушил, за что был наказан, и его сменили другим князем. Итак, будет по-моему или будет как я хочу. Заговор, который поможет вам получить то, что вы хотите в эту минуту. Чтобы вас услышали. Быть может, ваш муж, свекровь, быть может, соседи, с которыми вы идете говорить насчет чего-либо. Может быть, для получения работы. Одним словом, чтобы было так, как вы хотите. Вы просто начитываете, потом идете и говорите человеку четко вашу просьбу. Вот я бы хотела попросить вас вот об этом. Нужно четко говорить просьбу, чтобы заговор сработал в полную силу.
Оно и так сработает, но чтобы в полную силу сработало, нужно четко говорить, знать свою цель, что ты конкретно хочешь. Хочешь пойти, чтобы тебе в цене уступили дом, пошли тебе навстречу или там заключили договор и, предположим, какую-то сумму, ну там 500 000 ты бы выплатила через месяц, да, или в течение месяца. Вот нет у тебя возможности сейчас, но дом тебе очень нравится. Нет у тебя сейчас возможности, но ты бы хотела купить эту шубу за меньшую цену. Начитай и иди. Очень может быть, что там будет скидка. Или если это частник, то он уступит, потому что ему нужно продать внезапно. Так вот, чтобы было, как вы хотите. Это заговор характерников. Это заговоры, которые вы нигде не найдете. Навряд ли еще кому-то они оставили эти заговоры. Может, где-то и есть, но не думаю, что похожие. Постараюсь прочитать приближенно к украинской мове. Під землею мертвий, над землею звірі, сила богів, сила демонів, воля прошуров, захист роду, небо і земля, мені свідки. Заклинаю, що бажаю, що вірю, так і буде. Благословіть Боги, нехай буде так. Під землею мертві, над землею звірі, сила богів, сила демонів, воля прошуров, захист роду, небо і земля, мені свідки. Заклинаю, що бажаю, що вірю, так і буде. Благословіть Боги, нехай буде так. Забула сказати. Читать 6 раз. Під землею мертві, над землею звірі, сила богів, сила демонів, воля прошуров, захист роду, небо і земля, мені свідки. Заклинаю, що бажаю, що вірю, так і буде. Благословіть Боги, нехай буде так. Під землею мертві, над землею звірі, сила богів, сила демонів, воля прошуров, захист роду, небо і земля, мені свідки. Заклинаю, що бажаю, що вірю, так і буде. Благословіть Боги, нехай буде так. Під землею мертві, над землею звірі, сила богів, сила демонів, воля прошуров, захист роду, небо і земля, мені свідки. Заклинаю, що бажаю, що вірю, так і буде. Благословіть Боги, нехай буде так. И идете спокойно делать свое дело, потому что обязательно получится. Захист родов с вами. Всем удачи!